Итак, ребят, я внутри ангара, залез сюда через разбитое окно. Вот смотрите, какой-то генератор. Стоит тут внутри двигатель ЯАЗ-204. Подлежит списанию. И я думаю, примерно то же самое находится в каждом ангаре у нас. Куча машин, написано, подлежит списанию. АКБ сняты. Вода слита. Вот через то окно я залез, вот по этому вот прицепу. Самое главное выбраться обратно, конечно же. Куча газиков стоит. В принципе, все они подлежат списанию. На всех у них одинаковые абсолютно таблички, как я понимаю. Но в любом случае я рад, что мы сюда попали. Хотя бы посмотрим, что находится в одном ангаре. В принципе, все эти газики с виду в неплохом состоянии. Я думаю, пробег у них тоже определенно минимальный. Просто сколько-то лет отстояли в этой военной части. И все. Несмотря на то, что на них можно еще, я думаю, ездить и ездить. Вон, смотрите, аж диски-то все черные. Даже ничего не заржавело. Как новенькие вообще, как новенькие, реально. Сколько лет они стоят в этих ангарах. Вон уже кирпичи отваливаются. Все пылью покрылись. Интересно, открыты они? Да. Ё-моё. Давай, не шуми. Нету подножки. Это странно. Ну ладно. Итак, что у нас в кабине? Так, какой тут пробег? Пробег всего 1028. То есть вы видите, это просто новые машины, которые уже списывают. Левый, правый бак. Предупреждение. То есть машина проехала всего лишь 1000 километров. Тут у нас, как я понимаю, двигатель. Можно открыть, посмотреть, что там находится. Все уже приросло. Вот и двигатель. Просто в великолепном состоянии. Навье. Но немножко пылью только покрылся. Вот такие вот машинки, ребята, в этих ангарах спрятаны. Новые, но одновременно вместе с тем очень старые. Итак, вот такие вот тут стоят ЗИЛы. Я думаю, точно абсолютно такие же практически новые машины. Тут какие-то странные ниточки пропущены. Типа пломбы какие-то, не знаю. Пробег 1031 километр. И уже подлежит списанию. Смотрите, я в этом кузове. Документация. Что за документация? Давайте посмотрим. Книжки. Вот. Какие-то, видимо, стандартные инструкции. Инструкция по устройству, применению комплекта съемников и приспособлений для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Ну да, я думаю, тут просто инструкция. Инструкции по этой машине. Все стандартные, я думаю, в каждом кузове.
что это такое. Смотрите, все еще бумагой обтянуто. То есть этим вообще никогда не пользовались. Вот все покрыто промасленной бумагой. Это все навье. Просто сделали кучу машин. И просто списали кучу машин. Вот такой тут столик, куча шкафчиков. Смотрите, сверла. Все на месте. Все сверла. Кисти, щетки. Кисти, щетки кто-то украл. Круги. Круги на месте. И как вы понимаете, в каждой воронке, в каждом шкафчике что-то лежит. Напильники. Я вообще в такой машине первый раз нахожусь. Я думаю, вы тоже шокированы от увиденного. Запасные части. Шланги, какие-то провода. Запасные части, инструменты. Инструмент слесаря. Инструмент медика. Походу от инструмента медика ничего не осталось. Какие-то местные наркоманы все медикаменты уже уперли. Что у нас под этим навесом? Не знаю, какой-то огромный чехол. Там какие-то ящики. То есть что под ним, я вообще не понимаю. Под ним еще один чехол. То есть не знаю, что здесь такое. В принципе, это и не важно. Смотрите, тут еще куча всяких коробочек. В каждой что-то лежит. Свечки лежат, смотрите. Какие-то тюбики со смазками. Все, закроем. На всякий случай. Вот еще какая-то установка. Год выпуска 70-й. 70-й год выпуска. Да что это такое? Этим даже не пользовались никогда. Генератор, внешняя сеть. Сеть включена, трансформатор, автомат включен. Сигнал водителя, проверка автомата, освещение. Аптечка. Как мы видим, из аптечки опять же все сперли. Какие-то, видимо, любители сюда залезали. Лампочка. Все заржавело уже. Любители всяких препаратов. И они ничего отсюда не взяли, только медикаменты. В принципе, я думаю, вперед лезть особо смысла нет. Вы все сейчас и так видите. Не знаю, что там такое, какие-то переключатели. Для чего вообще была эта машина? Может, она приезжала оживлять какие-нибудь сломавшиеся машины. Специальная машина в колонии ехала. СССР. Завод автомобильных кузовов. 76-й год. 77-й. Вы представляете, сколько ей лет? И у нее пробег всего 1000 километров. Как это возможно? Я как очутился в прошлом, в каком-то тут еще пахнет, я не знаю, Брежневым, господи, светлым советским будущим. 6. И все это пойдет в металлолом. Я вообще в шоке от того, что мы сегодня сюда попали. Смотрите, какие закрывашки для фар. Бам. Можно было приоткрыть, закрыть. Зачем это? Для маскировки? Не знаю. И тут куча этих машин, каких-то прицепов. Как вы писали мне про такие прицепы, что они нужны, чтобы заводить машины, самолеты, всякую технику. Все это накрыто чехольчиками, еще все это в идеально новом состоянии. Смотрите, колеса-то все черные, как вчера с завода выехало, только покрашено, все в смазке еще. Пакетиком накрыто. И все это пойдет в металлолом. Бампер весь просто идеально черный. Идеально.
двери уже просели. Но в принципе внутри абсолютно все одинаковое. Что-то тут уже пылью покрылось, что-то какой-то плесенью. Хочется посмотреть, что в этих кузовах. А они какого-то фига, надо сказать, закрыты. Один газик зачем-то поставили на домкрат. У него рессоры, он еще даже обмотаны какими-то бумагами или что это такое. Его поставили. Тут что, мышь только что пробежала, я что-то не понял. Или лягушка, что это было? Или чужой. Блин, прикиньте, меня сейчас чужой сожрет, меня ж никто тут не найдет никогда. Все вон промасленное. Вообще, все в идеале. В идеале. Идеальные машины. Но, к сожалению, у них у всех закрыты кузова. Поэтому попасть в них я не смогу. Интересно было бы узнать, что там. И у всех прикрыто вот это окошечко на фанеру, которая уже, я не знаю, скоро разложится от времени. Итак, ребят, газики у нас сделаны в 82-м году, как вы видите. То есть еще даже я не родился, эти машины уже были сделаны, какого фига. Смотрите, кто-то пробег протер. 57 километров. Тут уже кто-то был до меня, кто разбил это окно, посмотрел пробег. 57 километров пробега. Ё-моё, зачем вообще они сделали эту машину? Чтобы потом выкинуть ее в металлолом. Жесть, ребят. Это навье вообще. 57 километров. Смотрите, здесь есть бумажка, что находится внутри. Ящики, стеллажей, станки буровые, укладка светильников, укладка буравов, пилы бензомоторные, дверь задняя, укладка буранков, укладка распределительных коробок, панель левая, панель правая, ящики, барабан кабельный, щит распределительный. В принципе, все сейчас перед вами. И эта бумага 80 какого-то года. Не вскрывать до применения или переконсервации. Срок действия консервации 3 года. Жаль, что мы с вами, конечно, не посмотрим на все это дело. Но ничего не поделаешь. Итак, несмотря на то, что газы 66 у нас закрыты, вот эти вот зилы у нас открыты. Сейчас также залезем в этот кузов. Посмотрим, что у нас тут есть хорошего и интересного. Я думаю, конечно, в принципе, все то же самое. А нет, другое. Смотрите, тут станок для заточки. То есть в кузовах у них еще разные приборы стояли. Шторки на окнах. Здесь станок, в кузове станок. Какого хрена? Целый станок в кузове машины. Ё-моё, можно было точить детали прямо в поле. И он абсолютно новый, на нем никогда не работали. Вы только посмотрите, все в масле. Ребята, я такой первый раз вижу. Первый раз вижу такую фигню. Это, конечно, что-то с чем-то. Я думаю, многие из вас тоже немножко прифигели. Тиски. Опять же, куча ящиков. И, как я понимаю, ящик, наверное, с медикаментами у нас абсолютно пустой. Сейчас мы его найдем. Я почему-то уверен, что тут уже что-то достали.
канистра совершенно новая в бумаге. Не знаю, что в этих ящиках. Вот сверху лежит какая-то хренота. Непонятная, тяжелая. В общем, ящика с медикаментами тут походу нету. Эта машина, видимо, предназначалась совсем для другого. И вообще ни один ящик не открывается, потому что они уже все очень сильно заржавели, походу, и прилипли. А вот тут у нас есть еще сверлильный станок. Тоже абсолютно новый, весь в смазке. Видите? СССР, Министерство станкостроительной инструментальной промышленности. Коммунарос, Вильнюс. 76-й или 8-й год. Блин, ребята, это нечто, конечно. Это нечто. Таймазинский завод геофизического оборудования и аппаратуры. Наверняка его уже не существует. Вешалочки. Да, такие передвижные мини-заводы. В каждом кузове что-то свое. Согласитесь, это интересно. Определенно сюда мы сегодня приехали не зря. Тут явно в прошлом тоже стояла техника, и явно очень давно. Смотрите, вон уже земля от колес начала проваливаться. Под весом этой техники куда-то ее угнали. Наверное, на разборку. Под открытое небо. Ну что же, я все здесь посмотрел в этом ангаре. Это было очень круто, очень интересно, необычно. Сейчас, думаю, сделаю парочку фотографий. И буду уносить ноги отсюда. Потому что, мне кажется, сегодня я и так очень нагло тут погулял. И посмотрел очень-очень немало. Надеюсь, вам было интересно погулять по этой базе хранения техники вместе со мной. Ну что же, и на этом все. На фоне этих великолепных автомобилей с 50-километровыми пробегами я прекращаю наш сегодняшний репортаж. Увидимся в следующих интересных местах нашей страны.